Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал Нави. Второй DPC сезон в самом разгаре, и мы приехали в дом к ребятам для того, чтобы с ними обсудить все последние новости и 3 матча, которые они уже сыграли. Весна в этом году холодная, мы уже с нетерпением хотим снимать контент на нашем замечательном дворе, но пока что это невозможно. Но кое-что мы все равно для вас сняли, поэтому поехали смотреть. Я иду до вас. С бонусов накопила. У меня в руках Нави карта от Тинькофф, уникальный дизайн, автографы КС игроков и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. А еще здесь есть специальный слот не только под ваше имя, но и никнейм. Создай свою Нави-карту от Тинькофф. Формат лиги вам помогает в этот раз? Потому что вам, очевидно, нужно больше времени для того, чтобы сыграться, как и всем после замены состава. Я не думаю, что сейчас в любом случае формат лиги 1,5 месяца это очень долго, но может и пойти на пользу. Если мы не устанем слишком быстро и так далее, это может нам помочь. Мне вся эта система давно не нравится. Ну зачем играть в неделю по игре, когда можно сыграть все за неделю? Ну ты можешь в день поставить по 2 ботри, окей, в день. Ты просыпаешься всегда и играешь в турнир. Ну, как было раньше, то есть я играл в квалификации, они заканчивались там 3-4 дня. Ну, просто непривычно для меня, это можно так сказать, эти лиги, вот. И у вас есть целая неделя для того, чтобы подготовиться, потренироваться, еще немножко вот командные действия свои наладить и подойти к новому матчу с новыми силами. Ну, для меня это как-то по-другому действует, то есть если я проиграл, я хочу сразу там, ну, отыграться, там, у меня азарт есть. А сидеть ждать неделю, это, ну, лень, не знаю. Я бы сыграл все и сразу. Надо со второго Рошана сыр флай отдавать. Моя прелесть. Да вообще нормально. Можем забанить Марса и выйти просто в Грима. Да давай лучше забаним Грима и возьмем Марса. Если ты веришь, да, давай. Ну я тоже считаю, что это надо. То есть 2 опции у нас есть. Надо раньше, чтобы будет подстакивать. Надо на банк сюда пойти. But they forced reaction, a lot of it. Now they still have Arena over here on Ramses. They're gonna jump forward though, hoping that they can just burst him down fast enough. The Arena does go up, but it gets hit with the snowball. And Ramses is going to go down here. Mirror looks like he's possibly next. Does get the Walrus punch off. Might actually be able to get denied by Roshan. In fact, indeed he will. Cursed Crown will proc over on the Ancient Apparition as rooted into place the Bedlam. Вообще да, парень. У Шторма мало маны. Селедку надо вернуть. Spear. It's only one though that they managed to catch, followed up with the fear. Mirror is going to fall as Toronto Tokyo left onto the back lines. They'll find the kill on Iceberg. Tokyo still just plinking away over here at Ramses. He does have the Yules, but there's nothing that V-Tune can really hope to do over here. As now another 47. Флай, смог есть? Я сбил в парике, да. Сейчас, подожди, смоканешь меня. Давай. ТП делает, вот спирит, аккуратнее. Нет Аегиса, нет. Нет Надо Аегиса. флаг. Есть что-то мне? Я могу... Я Оракла хочу видеть. Я с байбеком. Я байбекаюсь. Пока не могу. Я Оракла не вижу, парни, не могу. Jumps in and assassinates both supports Oh, without having any able reaction. He is a professional hitman. He gets the kill on Ramses, and now V-Tune is again forced to waveform around. The step forward from Toronto Tokyo. He wants this kill. They throw out the whip. The disruption buys just a hair more time, but it doesn't matter. Я тебе помочь не могу, потому что у меня на 4 забирает руну ДВ приходит. Я иду на базу, трачу ТП на мид, он ТПшится на топ, тебя бьет. Алик, давай поговорим с тобой о игре против Spirit. Что было не так? Какая была атмосфера в команде во время этой нелегкой для вас игры? Ну, самая главная ошибка, что мы, наверное, у нас было какое-то давление со стороны. Не могу сказать за себя, потому что я играл максимально расслабленно, и на меня никакого давления не было, но со стороны команды я ощущал, что какое-то давление присутствует, и то, что мы там показывали на наших тренировках, когда мы там занимали лес и так далее, ну, условно, там, обычные вещи, мы даже этого не делали в игре против Team Spirit. Поэтому игры получились довольно тяжелые. Новый патч помешал вам выстроить драфт таким образом, чтобы выиграть? Или нет? Или не в этом? Да не. Мы хорошо подготовились, я считаю. И могли их спокойно выиграть, но именно в глубине души мы не верили в победу, я не знаю. Всякое бывает. На каком тонком уровне вот эти вопросы решаются? То есть вы проиграли еще
Господи, до старта игры, да? Ну да, да. Блин, не хочется в это верить. Много критики на тебя вылилось? Я Ты не читал? знаю. Я не знаю. Не, мне без разницы. Чё? Ну как ты лично оцениваешь свой перформанс? Перформанс лично, да, никак. Нам просто не давали играть, можно так сказать. Мы в большинстве моментов просто чуваки были везде быстрее нас, и у нас ничего не получалось. То есть мы особо-то не поиграли в доту, чтобы что-то оценивать. Ну, это была дебютная игра, в общем-то, и для тебя, поэтому мне кажется, что можно сделать на эту поблажку немножко. Да Что бы ты, вот если мог бы изменить что-то, что бы ты изменил в той игре? Да, увидим, наверное, в следующих играх. Тяжело так сказать. Прям, что я изменил бы. Да, много чего изменил бы по тем играм. Но, опять же, я повторюсь, что мы не играли в доту почти. Угу. Хочется просто поиграть и получить удовольствие от игры, чтобы тебя не били ногами. У тебя была такая нотка отчаяния? Было ли ощущение того, что все может идти дальше так же, что это начало конца? Нет. Я уже давно вырос из того, чтобы там, в одну игру вкладывать всю свою карьеру. В принципе, я отнесся как к обычному поражению. Бывает. Неприятно, конечно, потому что мы даже не сопротивлялись. Но так, в целом, снова же, бывает. Ментальная подготовка, она очень важна. И первая официалка все-таки давление было, может быть. Я не знаю, просто не мы играли. Совокупность факторов. Мне показалось, да. В целом все. Расскажи, какие выводы вы сделали после этого? Был ли какой-то разговор или, в принципе, все было довольно очевидно и вы двигались дальше? Мы сделали вывод, что надо играть в доту, а не ставить АФК. Вот. И у вас это получилось в следующих играх, прекрасный вывод. Это была ваша первая игра, естественно. Да. После замены состава не так прошло много времени. Как ты думаешь, если бы вы со Spirit встретились сейчас, или там, в общем, на чуть более поздней стадии, результат был бы другим? Честно, я не могу сказать. Возможно, был бы другим, потому что, опять же, мы бы сыграли первую официалку, неважно против кого, мы бы, скорее всего, также неуверенно себя чувствовали в игре, сделали бы выводы и уже в следующих играх играли бы увереннее. То есть сказать ничего не могу. Но просто в игре против Team Spirit мы вообще ничего не делали, в принципе, в игре. Мы просто качались и ждали, когда враги к нам подойдут. Сами никаких мувов таких не делали, поэтому было трудно. Но они сейчас находятся на вершине таблицы, пока вы они сыграли свой третий матч, у них счет сейчас 3-0, и, в принципе, многие говорят сейчас о Spirit, о том, какой они классной форме. Что думаешь ты? Я думаю, сейчас Spirit хорошая команда, но прям игроков выделить не могу, что прям тот. Как команда, как одно целое, они сейчас хорошо играют, но посмотрим, как будет дальше, поэтому пока загадывать трудно, что они прям будут богами игры и так далее. Буду резать, подожди. Can they get Roger? They've got the slow. Surge in a second. One more hit. Oh, nice. Got the stun in the vacuum. They're going to try and turn on to Nefret. Draft Brown from Always Want to Fly an Iceberg. Chu and Shashlo. They're going to be in a whole world of trouble here. Arena is going to get dropped down, and actually that's going to allow them to step onto the side. Chu will still be caught by the AoE as he falls. V-Tune committing in onto Shashlo as he and Iceberg trying to chase him down. Roger coming in from the side, has the setup onto Mellows. The Tiny will go as 3 dead on Extrema. G also going to be chased as Na'Vi get kill after kill after kill after him. Has been brought for V-Tune to get himself involved. In he goes with the BKB, turns towards Chu, takes down the Snapfire. Now he's looking towards Nefret. Nefret popping the ult, trying to get away. V-Tune who turns his attention over towards Shashlo instead. High ground, we will see him get the jump pods. Always Want to Fly. Actually, 2 buybacks coming out from Na'Vi support. They really want to give this fight a go. As Nefret is popped the Enrage. He's going to get back in over towards Ramses. Ramses will fall, but so does Nefret. A little bit here as this bottom rank's definitely going down. And V-Tune, he's just in. He's in onto Chu. Chu's gone. Always Want to Fly does end up dying though. Nefret's able to get him, but now he's going to try and find a way of getting back out. He's got a BKB, but he hasn't got Enraged for 20 seconds as he's focus fired by Iceberg. He's just going to die underneath the tier 4s. They're looking to dive them. Чувствуется волнение от нас, парни. А что случилось? Чего волнуемся? Мелоджульчика боимся, да? Сынок, а ты, по какой причине открыл? Мне просто интересно. Просто потому что могу, дружище. А вот ты, я бы следил. And it allows his Oracle to play around his PA. Yeah. He can keep himself alive. The kill here. I got the pit down. They've also got the catch on to Shashlo as Na'Vi. They'll find the setup to take down the Ward.
They're going to try and get the catch. Melo's in. Is there any backup for Iceberg? They're going on him. Iceberg, he's able to zip away still, though, off to the side. The Lose always want to fly, but Vichun's ready to turn. Takes down Melo. Melo dying on the front of this attempt here from Extremum. They'll also end up losing Chu and Extremum. They're going to try and make a move here onto Ramses. Ramses pretty tanky here. Iceberg's going to come in with a counterplay, able to dodge the stomp as well. Gets the catch on Shashlo, drags him in. It's 2 down already. Nefrit losing his first life. Melo trying to get in the backlines, but he's straight into the spike carapace. The kisses are coming down. Nefrit will get a bit of safety inside the snowball. They're trying to focus Vichun. Vichun getting low. They'll bring down Vichun, but it's costing. Что накручу? Смотрите. Void Spirit. Will manage to get the snowball off. Vichun turns over towards Nefrit. Vichun coming in onto the Wraith King. The breaks out as well. Wraith King's got a step back. A buyback from Melo. And Na'Vi not losing anyone here. Vichun's going to get healed up after the false promise. He's going to look to jump back in with Iceberg over towards Nefrit. It's Nefrit down the once. Another drag here. Another catch from Iceberg as he's immediately in with the Vortex, pulling back the 3 of them. As that's 3 dead, no buyback. 4 dead, no Богдан, матч с Экстремом был уже совершенно другим. Мы увидели других Нави, вы брали своих героев, вы чувствовали себя уверенно. Результат, в общем-то, не заставил себя долго ждать. Расскажи, что поменялось в игре против Экстрема? Да ничего не поменялось. Ментальный настрой поменялся. Как обычно, да? В общем-то, все вокруг этого. Конечно. Ну, я считаю, ставлю сейчас, там, допустим, ментальный настрой. На ланах, тем более, это самый важный аспект. Если ты хорошо психологически подошел к игре, то, в принципе, будет все хорошо. Но это было заметно и по вашей макроигре, что вы делаете в этом успехе, что ваши командные взаимодействия, в общем-то, прогрессируют. Да, очень сильно. Очень сильно. Нереально. Но вы делаете сейчас на это акцент, очевидно. Расскажи немножко поподробнее об этом. Ну, в принципе, не особо готовились. Мы просто старались показать свою лучшую доту. Мы не подстраивались под соперника, играли исключительно свою доту. Ну вот если посмотреть объективно, Экстремум позволили этому случиться? Или вы просто, или вы действительно почувствовали, что вас летит, и вот вы бежите? Да, я думаю, нам позволили. В принципе, там были тоже какие-то недочеты, ошибки. Но в целом и враг не особо сопротивлялся. И мы, в принципе, более-менее сыграли. Быстро мы распикали. Надо было пуджать. Up on Vichun, so this would be a decent time for Na'Vi to fight. Yeah, well, they're going to initiate again on Ramses. A follow-up, though, from Iceberg as they managed to... Oh, they just absolutely blow up Immersion as all of their ultimates just getting tossed out over here. So not looking great. The buyback now from the Lion. No one had jumped into the back lines. They still have that Lincoln's online. And the Luna is just ticking down with all this damage over on the side. Cookie Hop going forward is going to be enough to save all... Yes, it is. He's going to be fine as they go right back in. They're looking for the fight. They've got MKB ready. They don't have Satanic just yet, but... All right, there it is. They follow up. They had a beautiful Dream Coil, but they've also got the Eclipse coming out from Dream now as V2 and Dream just trying to fight each other, and they're not really finding success. Oh, the Ravage just barely clipping 2 of them. The Cookie Hop forward. They do manage to take down Dream. Ash coming out as well over onto Afterlife. He tries to get the stop. Definitely something nice for her. Protect her a little bit. Lotus Orb is placed over onto V2. It's rooted into place, though, as all the other TVs... Oh, my goodness. All right. You know, we talked about Centaur looking tanky, but he doesn't look tanky at all when that comes down. Just leashed up, and there's a decent amount of damage, but they've got the Oracle to just keep him alive and healthy. The Ravage comes out. Dream goes down, but they are going to buy back. These Mortimer Kisses just landing right square over onto Sneko. As they jump into the back line, though, they find Always Want to Fly. The Cookie up forward, though. Oh, my goodness. No one is just ripped to shreds, as now V2's just running over here, over at the Luna, over at the line. It's a good sleep. It's a good stomp. But can they do anything else beyond this? They've bought back on so many heroes, and they're just losing them. The Aegis finally goes down, but then so does Dream. A little bit too far forward over here. Not going to be able to go land on no one, but look at V2. Look at these daggers. Look at this damage, this negative armor. The GG gets called. Ты на очке был. Нет, на очке был. Чем не был? На днюху. Чисто. Вот так вот, чистая игра. Я бы лучше против Пака играл, чем... И то не фаша, не Пака возьму. Не факт, что у него ФПшный, да. Quite yet, but the heal first with the Heavenly Grace and the ulti. Вам трудно будет. Very nice position here as he immediately sees no one. No one will just hide away, but the leap forward here from V2 and absolutely just slicing Dream into ribbons, has all those knives. It's not looking great. The bash, can they finish up?
No, there's going to be the egg. 3 of them all grouped around this egg, though they don't seem to care. They don't have enough magic damage to do anything about this Guardian Angel as they go right back in after Afterlife. It's a triple kill now for V2, and they want... Ромис, нюхай! Я последний. Хорош, брат. Я говорил. А Юл заценил? Юл, очередь. Гениально. Особенно против Ценки, Феникса. Я давал. Андрей, в общем, хотелось с тобой именно поговорить по поводу матча против Гамбит. Вы смотрелись куда уверенней, он прошел для нас в позитивном ключе. Ты можешь поделиться своими мыслями, как проходила с вашей стороны эта битва? Ну, каждый, наверное, понимал то, что как бы это очень важная игра. Не самый лучший старт у нас был, потому что против Team Spirit мы проиграли первую встречу. И так или иначе, как бы основные конкуренты, Гамбиты, Team Spirit и ВП, ты против каждого из них как бы должен отжимать победу. Было такое, знаешь, не хотелось думать о том, а что будет, если вдруг как бы там мы как бы проиграем. То, что как уже по турнирной как бы, да, таблице, как потом это все пытаться как-то вырулить, да. В целом по пикам мы подготовились с Ромычем как бы вдвоем. Сидели, обсуждали, нам враги отдали, в принципе, все, что мы хотели. По поводу именно какой-то их идеи, как бы я не знаю, как бы это то, чего они хотели, либо как-то уже импровизировали. Но на деле, то есть мы просто играли как бы в свою игру, 2 игры. Они стартовали с того, что у них была ситуация лучше на линиях. В основном это было связано с тем, что у них был Кентавр. Сейчас это такой метовый, как бы метовая имба на оффлейне. Потому что герой с Вангардом, его сложно напрячь, он сносит тебе в начале эти товара, он дефает товара, много чего делает, и за него есть как бы определенное какое-то преимущество в голде небольшое на стадии лейнинга. За счет этого как бы, ну, у них 2 игры как бы был такой старт лучше, но по ходу игры, то есть мы играли с Фантомкой, у нас лейт в 2 играх был сильнее, мы получали свои шмотки, ну и в принципе на этом моменте игра уже как бы заканчивалась. А так, да, во второй игре нестандартное решение было с Omni Knight'ом, то есть Fly, я помню, предложил как бы на ласпик там Омника, мы решили в какой-то степени даже как рискнуть. Сработало? Да, затестить, то есть в принципе в идею как бы он входил. Игры, да, были комфортные, мы ничего нового не показали в этих играх, то есть мы, понятное дело, готовили, то есть мы понимали, то, что враги будут банить, наверное, то, чем мы до этого играли, но этого... так не вышло, мне кажется. Ну да, то есть нам много героев отдали, соответственно, мы, в принципе, ничего нового не показывали. Ты упомянул, что у вас была подготовка вместе с Рамзесом перед игрой. Можешь немножко подробнее рассказать, как этот процесс происходит? То есть вы оцениваете драфты других команд или скорее работаете больше над своим? Да, распики очень важно. Первая стадия с first пиком, second пиком, то есть готовимся, да, как бы учитываем возможные баны противников. Друг против друга распикиваем, допустим, кто-то с позиции врагов это делает, кто-то с позиции нашей команды. Примерно прикидываем, какие могут быть варианты в ситуации, когда у нас first пик и когда у нас second пик, там, не знаю, 4-5, как бы, допустим, ты разных вариантов исхода событий готовишь, соответственно, ты готов ко всему, чтобы враги не забанили, и плюс, как бы, да, опять же, есть метовые какие-то герои. У каждой команды свой рейд героев, то есть в пуле может остаться там 3-4 имбовых героя патча, но многие команды, да, по-разному как бы их для себя зарейтят. Кто-то в приоритете возьмет на first пик одного, другая команда возьмет другого. То есть мы тоже как бы это все обсуждаем, как бы это часть подготовки. То есть структурируете всю эту информацию для того, чтобы потом легко использовать в Да, матче. плюс как бы баны, да, готовятся против каждого соперника, ты понимаешь, что у них есть какие-то свои сильные герои, какие-то стратегии вокруг этих героев, сигнатурки, скажем так, и помимо того, что это сигнатурные герои, они еще как бы и метовые как бы персонажи. Конечно, как бы мы готовимся, ну, в этом плане, то есть уже понимая, против чего мы будем играть. То есть что мы точно не хотим отдавать, против чего нам придется играть, потому что сейчас тоже дота она такова, то, что в первой стадии у тебя всего 2 бана, как бы, ну, этого недостаточно. Всегда как бы команда соперников получит и метовых героев, и своих героев, поэтому иногда просто приходится выбирать, да, из зол меньше и против этого готовиться, как-то так. Fly в интервью, он там здесь сидит, говорил, что ВП сейчас самая сильная команда региона. Ты с этим согласен, несмотря на, в принципе, опять же говоря, Spirit? Они могут с ними конкурировать сейчас и с вами втроем? Трудно сказать, что ВП прямо сейчас самая сильная команда именно сейчас. В прошлом сезоне я бы мог сказать, но сейчас трудно сказать, потому что каждая команда может выиграть каждую, буквально.
поэтому не могу сказать, что они прям топ-1. В целом Virtus.pro ситуация с мажором, да я не знаю, насколько она в плюс-минус как бы для них сыграла. В основном многие как бы, да, говорили про то, что эта команда больше онлайна, нежели лана. Пока что как бы первый турнир в какой-то степени не опроверг, да, как бы эту... Слушай, ну ты согласен, что это был полноценный лан? Да по факту да. Чем он отличался от онлайна? Ну, команды находятся все равно не в своей зоне комфорта, нужно куда-то лететь. То есть, ну, это все равно отличается от ланов более традиционных, да, когда куча там людей еще, возможно, присутствуют, какие-то там трибуны. Это дополнительный какой-то стресс, когда ты во время игры там сидишь, еще слышишь, как там в зале орут. Это уже когда стадия плей-оффа начиналась. Конечно, в этом плане отличается, но все равно уже как бы и присутствует какая-то атмосфера именно лана. Вот у нас был сейчас буткемп в отеле. То есть, потому что здесь как бы были кейсеры, мы начало как бы сезона стартовали в отеле, и была атмосфера такая, как будто вот на ланах. В том плане, что как будто ты приехал на какой-то лан, у тебя там практис-рум, типа оборудованные все дела, то есть как будто... Вы компенсировали мажор, да, немножко? Да, блин, все кайфанули, потому что, ну, столько времени не было вот просто огромный респект, как бы, Нави за такой буткемп, все было супер, и то, что все кайфанули от того, что как будто действительно мы погрузились в такую атмосферу, как бы, турнирную, то, что мы куда-то приехали, там, на тот же мажор, и идет такая, как бы, подготовка, вот у нас сейчас там уже начнутся какие-то игры группового этапа и так далее. В этом плане, ну, да, классно. По поводу ВП мы далеко ушли, да. Понятное дело то, что игры смотрим, изучаем. Не сильно их игра по факту поменялась там, с момента, как они играли в прошлом сезоне и сейчас. Какие-то новые герои появились, много старых также осталось. Будем готовиться, будем как бы стараться, хотим победить. То есть игра важная. В принципе, если мы победим, у нас есть шанс, да, там побороться еще за, там, условно, первое-второе место. Как бы всякое может там еще как бы быть, но, конечно, важно, каждая победа важна, и против ВП матч важный. Ну, я удачи тогда вам желаю. Все за вас болеем, держим кулачки. Ну вот и все, впереди у нас нелегкий матч против ВП. В любом случае, спасибо вам большое, друзья, за поддержку нашего канала. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк, колокольчик, комментарий. Всем спасибо, всем пока.